Благодаря неустанному развитию современных технологий, которые с каждым годом становятся все более совершенными, ученые во всем мире продолжают находить все новых и новых живых существ, удивляя мир своими открытиями и расширяя горизонты нашего понимания биологического разнообразия. Однако в связи с этим возникает важный и не лишенный сомнений вопрос: сколько же созданий на самом деле прячется в суровых и безжалостных условиях, которые царят под антарктическим ледяным щитом? На первый взгляд кажется, что таких сущностей совсем немного. Однако среди них есть и уникальное исключение. Это загадочное и удивительное существо, о котором мы подробно расскажем позже. На протяжении длительного времени исследователи и ученые были практически уверены, что ни одно животное не сможет выжить под такой значительной толщей льда, ведь большинство известных животных просто не способны выдерживать столь низкие температуры без какого-либо солнечного света. В идеале ученые ожидали всего лишь наткнуться на незначительное количество микробов или даже вовсе ничего не обнаружить. Но здесь они совершили ошибку, которая вскоре обернулась невероятным открытием. Команда исследователей из НАСА, будучи движимой искренним любопытством и стремлением к новым знаниям, решила опустить видеокамеру под ледяной щит в Антарктиде, надеясь узнать, как же выглядит жизнь в этих неизведанных и загадочных глубинах. И вот, внезапно, когда камера начала передавать видеопоток в реальном времени, ученые были поражены. Они увидели огромное живое существо, которое по форме напоминало креветку или медузу. Оно резвилось и весело проводило время в глубоком ледяном море, покоряя и удивляя всех своим волшебным и необычным присутствием. Эта находка оказалась совершенно неожиданной для научного сообщества и вызвала бурное обсуждение среди исследователей, которые пришли к выводу, что такие открытия могут стать сигналом к тому, чтобы пересмотреть свое понимание о том, что мы на самом деле знаем о жизни на нашей планете. Исследователи, охваченные восторгом и трепетом от этого открытия, сразу же объявили его настоящим переворотом в научной среде. Это значит, что человечество должно кардинально переосмыслить свои взгляды на то, что вообще возможно даже в самых экстремальных условиях для жизни. Не менее интересным было открытие, произошедшее в 2015 году, когда в 29 километрах к югу от Северного полярного круга была сделана еще одна замечательная находка, открывающая новые горизонты для археологии и изучения истории. Ученые, исследуя этот удаленный и многообещающий район, обнаружили следы чрезвычайно загадочной цивилизации средневекового периода. Несмотря на то, что данное открытие произошло в суровом и многогранном районе Сибири, археологи смогли установить важную связь, что этот народ имел определенные истоки и связи с Персией. Останки были обеспечены многослойной защитой. Их завернули в меха, предположительно медведя или росомахи, а также в березовую кору, как природный изолятор, и покрыли различными предметами, изготовленными из меди. В этих уникальных условиях вечной мерзлоты тела, находившиеся внутри такого защиты, буквально мумифицировались, что стало настоящим даром для будущих исследователей. Исследователи, усердно изучая место средневековой стоянки, с неподдельным восторгом обнаружили в общей сложности 34 небольшие могилы и 11 целых тел, что значительно расширило наше понимание о многовековой истории региона и его культурном наследии. Не менее значимым было открытие, сделанное в 2006 году известным археологом Рейдером Марштейном, который буквально случайно наткнулся на древний брошенный ботинок неподалеку от тающего ледника в горах
Йойтунхеймен. Ученые, оценив эту находку, с энтузиазмом пришли к выводу, что этот черевик – это не просто обувь, а свидетельство бурной истории. Ему около 300 лет. Вдохновленные этой выдающейся находкой, исследователи решили обследовать данное место более тщательно и вскоре наткнулись на настоящие сокровища. В результате им удалось обнаружить множество древних стрел, которые использовались скандинавскими охотниками много тысяч лет назад. В общей сложности ученые нашли 68 стрел, датируемых периодом от каменного века до средневековья, что вызывает неподдельное удивление и восхищение среди экспертов. Эти стрелы не просто предметы обихода, а живые свидетели прошлого, которые дают нам возможность заглянуть в мир наших предков и понять, как они выживали и охотились в своей среде обитания. Тем не менее, наряду с удивительными открытиями, лед может хранить в себе не только славные связи с великолепным прошлым, но и жуткие события, погружающие в мрак человеческой истории. Одним из трагических примеров является место крушения самолета. В 1976 году, пренебрегая правилами безопасности, самолет столкнулся с самой высокой горой Эквадора, оставив за собой лишь предвестие горя и множество жертв. Даже если кому-то из пассажиров или членов экипажа удалось бы чудом выжить, они навсегда пропали без вести в таинственных и недоступных для человека высотах гор. 30 лет спустя обломки самолета, казалось, восстали из мрака, ведь они были совершенно случайно обнаружены группой альпинистов, вернувших к жизни забытую трагедию, которая ждала своего часа в недрах ледников. По той же самой осень, в 1999 году, в Перу произошло еще одно выдающееся событие. На склоне вулкана Невадо-Сабанкая была найдена мумия девушки, которой было всего 14-15 лет. Эксперты предполагают, что подростка и еще нескольких детей выбрали для жертвоприношения из-за их привлекательной внешности и особого обаяния. Всего было найдено 3 мумии, которые, в отличие от широко известных бальзамированных египетских, подвергались глубокой заморозке, что и сделало их уникальными предметами для дальнейшего изучения и анализа. Эти находки служат не только непосредственным материалом для научных исследований, но и бесценным источником информации об истории человечества, его обряде и культурных традициях, предоставляя уникальную возможность заглянуть в прошлое. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео и вы испытываете интерес к темам, которые мы рассматриваем, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Здесь вы всегда найдете много интересных, занимательных и глубоких сюжетов, которые не только развлекут вас, но и заставят задуматься о мире и его загадках. Ваше внимание и поддержка играют для нас большую роль, и мы стремимся поделиться с вами еще более увлекательными открытиями и событиями, которые раскрывают тайны нашего удивительного и многогранного мира.